Итак, мы во Вьетнаме. Знакомьтесь, Ничанг – центр. Первое, что обрушивается на тебя, не жара, а звук. Бесконечный, гудящий поток мопедов, сигналы, тропическое тепло. И эта энергия, она не подавляет, а заряжает. Первым испытанием в городе стала даже не еда, а переход через дорогу. Но здесь свои правила. Просто шагни, и река сама обогнет тебя. Здесь тебя не сбивают. И это невероятное чувство. Чего ты садишься? Главное, смотришь на ребенка, который уже бежит вперед, как будто так и надо. И понимаешь, мы влились в этот ритм. Теперь можно затеряться среди ароматов базара Монетки. и потеряться в этом лабиринте улочек. Отлично. И среди этого движения мы неожиданно находим дверь в другую реальность. Японское кафе с огромным тоторо на входе. Здесь мы попробуем настоящий матча-латте. Это не просто напиток, а целый ритуал. В основе зеленый чай, перемолотый в яркий изумрудный порошок. Его взбивают и смешивают с молоком, получая нежный вкус с легкой горчинкой. Да, как удивительно найти кусочек Японии в самом сердце Вьетнама. После японской матчи мы вернулись во Вьетнам, чтобы пробовать его на вкус. Настоящее погружение. Фо-бо, спринг-роллы, морепродукты. Определенно именно за этим мы сюда и приехали. Вкуснейшая еда и стойкое ощущение, что день прожит не зря. Вид с 29-го этажа курортного отеля во Вьетнаме. Первое, что видишь утром, не улицу, а бесконечное море. В Ничанге море, а именно Южно-Китайское море. Южно-Китайское море, в свою очередь, является частью Тихого океана. А пока Влада собирает наши пляжные сумки, я решил продегустировать местное пиво. Сегодня в меню тайгер со вкусом чики плам. Светлое, с легкой фруктовой ноткой, освежающее идеально, чтобы настроиться на пляжный режим. Жизнь прекрасна. Иди сюда. Иди ко мне.
4 дня в центре пролетели незаметно. И как раз к нашему отъезду погода решила испортиться. Но это даже к лучшему. С еще большим удовольствием мы перебираемся в новую локацию. Уже через час нас ждет райский пляж в Доклете, и мы верим, что солнце ждет именно там. Hello. И вот он, долгожданный Зоклет. Нас встречают не просто как гостей, а как друзей. В отеле совсем немного людей, царит расслабленная атмосфера, и уже с первых шагов понимаешь, здесь все иначе, здесь царит покой. А наш номер — это отдельная история. Большой, семейный номер с панорамным видом на море. Кажется, мы нашли именно то, зачем сюда ехали. Это было зря. И главное сокровище этого места — его простор. Здесь нет толп, нет суеты. Весь этот бесконечный пляж только твой. Можно просто слушать тишину, прерываемую лишь шумом прибоя. А после райского уединения нам захотелось увидеть настоящую, неприукрашенную жизнь Вьетнама. И мы нашли ее здесь, в рыбацком городке. Я всегда волнуюсь, когда прошу разрешения на фото, но здесь нас встретили не просто разрешением, а настоящими улыбками. Эти лица, эти взгляды. Кажется, именно в таких моментах и рождается подлинное чувство места. Не в пейзажах, а в людях, которые его населяют. От гостеприимства местных жителей мы отправились к гостеприимству другой силы – дикой и могучей. Впереди нас ждали водопады. Итак, после обеда точкой нашего маршрута стали водопады Бахо.
Мы подгадали с временем и приехали, когда основной поток туристов уже схлынул, и оказались почти в полном одиночестве среди древних джунглей. Только мы, тишина и пение невидимых птиц. Бахо — это не один, а целых 3 водопада, спрятанные в джунглях. Место уникальное — каменная чаша с изумрудной водой, по которым нужно карабкаться, а не просто смотреть со стороны. И вот начинается самое интересное — путь вверх, по самым что ни на есть настоящим камням. Скользко, но невероятно красиво. Каждый поворот открывает новый вид. До 2-го озера добрались не все, а на 3-е озеро мне не разрешил пройти охранник. Мы не стали спорить, но он был не против, чтобы дрон слетал туда вместо нас. Иногда лучший вид — это вид с высоты. После такой прогулки ужин в отеле оказался особенно вкусным. И самое время подвести небольшие итоги. Мы наконец-то прилетели во Вьетнам. Первые 4 дня мы останавливались в самом центре шумного города Ничанг. Затем мы перебрались в тихую деревушку с очень красивым пляжем под названием Доклет. Здесь мы были тоже 4 дня. К сожалению, завтра мы уже отсюда уезжаем. Снова возвращаемся в город, но немножко в другую часть, в северную часть Ничанга, где много крыс. Незаметно пролетели наши дни в Доклет. Райский пляж, безлюдный закат, гостеприимные люди и вот эти водопады. Мы набрались сил и впечатлений всерьез. Но впереди финальный аккорд. Завтра мы возвращаемся в большой город, в Нячанг, чтобы почувствовать его еще раз, перед тем, как сказать ему «до свидания». И ради таких видов мы и вернулись в Большой Ничанг. Смотреть на него не снизу, а свысока. Наш номер на 19 этаже, как обычно, отдельная история. С такой панорамой даже не хочется никуда выходить. Это и есть идеальный финал для наших последних дней во Вьетнаме.
chốt xuống nữa. Đi chốt cho nó gần gì đâu mà. Спасибо тебе, Вьетнам, за шум мопедов и тишину водопадов, за улыбки незнакомцев и вкус того самого фо. За то, что стал для нас не просто точкой на карте, а настоящим приключением. До свидания.